Здравствуйте, дорогие друзья! Целью этого фильма является рассказать, зачем Бог создал человека. Вы спросите, откуда я это знаю? Отвечу: из книг, от моих учителей, из своего опыта общения со своей душой. Дело вашего восприятия, принимать или нет то, о чем я вам сейчас расскажу. У каждого из нас есть чувства и ощущения, поэтому слушайте и воспринимайте своим сердцем. Итак, начну. Сейчас не будем касаться того, как Бог сотворил миры, галактики, планеты, обитателей других миров, галактик и планет. Поговорим сегодня о Земле и человеке. Бог создал человека из 3 компонентов, составляющих его: из его души, разума или сознания и тела. Через душу Бог общается с человеком, отправляя ему ощущения и чувства. Почувствовав импульс души в виде чувств и ощущений, человек переводит чувства в мысли, начинает размышлять, анализировать, мечтать, строить планы на уровне своего разума и своего сознания, а потом он осуществляет свои мечты, планы. Он действует с помощью своего тела. Тело реализует и материализует задуманное. Итак, душа подает импульс, мозг улавливает, переводит импульс в мысль, мысль развивается, дорабатывается, усовершенствуется и превращается в действие. Импульс, мысль, действие. Так, в общих чертах, не вдаваясь глубоко в детали, устроен человек. Земля и человек – это больше материя, где все можно потрогать, где все имеет свой объем, плотность, качество, внешний вид, параметры, объемы, формы, структуру. Все это упорядочено правилами, ограничениями, стандартами, матрицей. И мы живем в матрице Земли. Если точнее, то мы живем на планете Гайя, а территории планеты, где проживает человечество, называется Земля. Об этом мы поговорим в другом видео, пока о сотворении Богом человека. Бог – это энергия. Нам на Земле известна энергия электричества, атомная энергия, ядерная, энергия природы, огня, вулканов, ветра, ураганов, энергия воды, морей и океанов. Все эти виды энергии подвластны Богу. Бог управляет ими. Также Он управляет и энергией человека. Как Он это делает? Через душу. Бог создал душу, отделив от себя часть энергии и сделав свою копию по образу и подобию Божию. Затем душа помещается в тело. Как же душа соединяется с телом? Через энергетические центры, чакры. О них очень много написано, рассказано. При желании можно изучить назначение и принцип действия каждого энергетического центра или чакры. По мере необходимости Бог поставляет в энергетические центры нужное человеку количество энергии по его делам, задачам и поступкам. Все души Бог создал по своему образу одновременно, и каждой душе поручил определенные задачи. Есть души-строители, есть архитекторы, есть учителя, ораторы, публичные деятели. И души для своего развития постоянно работают над оттачиванием, усовершенствованием своего мастерства. Для этого они живут тысячи жизней в телах разных людей, и в каждом теле, в каждой жизни у души есть задача отработать, прожить еще одну грань своей сути и стать еще более совершенной, повысить уровень своего сознания, послужить своему Создателю в разных задачах. Иногда сотни жизней человек проживает впустую, не понимая зачем, не понимая смысла своего существования.
Но Бог не осуждает за это человека, ведь отрицательный опыт тоже шаг вперед, где человек приобретает навык, что и где ему не стоит делать, что ему мешает в его развитии. Для души самое главное – эволюция. И в разных жизнях, телах душа проживает различные роли. Роли злодеев, спасателей, королей, президентов, бомжей, насильников, деятелей культуры, музыкантов, поэтов, воров, разрушителей, математиков, изобретателей, строителей. В своих жизнях мы были и нищими, и богатыми, и возвышенными, и изощренными, и прогрессивными, и низменными, и тиранами, и самой добродетелью. Бог все разрешает своим детям, своим душам, ибо они, как дети, познают мир методом проб и ошибок. Иногда 100 раз нужно пойти не туда, чтобы 1 раз прийти к результату. Для того, чтобы было интересно душе играть в разных ролях, человеку, пришедшему в очередную новую жизнь, закрывают память о предыдущих воплощениях. Тогда он играет по-настоящему, на разрыв, со всеми страстями, страхами, взлетами и падениями. А душа ведет человека постоянно, страхует его, держит связь с Богом, чувствами, интуицией, возможно, иногда депрессиями, озарениями и окрылениями. Подсказывает, куда пойти. Вспомни себя, иди к себе, иди туда, где тебе хорошо, комфортно, радостно. Не предавай свою душу. Иди туда, где свет, где тебе душевно, тепло и радостно. Не выбирай только материальное благополучие, деньги и благо, а иди туда, куда отправил тебя Бог. Услышь свою душу, и если ты идешь за ней, Бог всегда выручит, поможет. Денежная энергия, она тоже божественная. Эта энергия любит того, кто творит. Получил импульс от души, обдумал, обсудил, сделал. Делать постоянно. Лучше сразу. Получил импульс, душа загорелась, ожила, блеск в глазах, действуй. Это сигнал, это твое. Не жди, когда сомнение ума заставит тебя взвешивать, что ты приобретешь или потеряешь в результате. Ум всегда будет на стороне тела. Тело инертно, ему лень, оно боится. Действуй, пока уловил импульс души. Это творение. Вот такое творение, творчество, любит денежная энергия, когда человек занимается любимым делом. Душа человека вечна. Поэтому для Бога души всегда в безопасности. Они развиваются, познавая что-то новое, а потом, отыграв в теле человека свою роль, возвращаются назад к своему Создателю. У человека часто присутствует страх выживания и страх смерти. Для Бога же смерть – это смена мерности, когда душа выполнила свою задачу в этом воплощении, в теле человека, или человек так запутался, что проще уйти через смерть, Бог забирает душу в духовный мир для того, чтобы обсудить с Богом свои ошибки в этой жизни, проработать их, продумать и уже в следующей жизни постараться исправить. А теперь о самом главном. Зачем же все-таки Бог сотворил человека? Сначала Он сотворил для нас Землю, прекраснейшую из территорий, где мир флоры и фауны прекрасен и более разнообразен, чем на многих других планетах, где так разнообразны климатические условия, и для человека также разнообразны условия проживания и творчества, применения всех своих творческих способностей, талантов и умений. Бог – это энергия, и Он может создать, представить, понять чувства и жизненные обстоятельства любого человека в любых условиях, любой энергии на планете Земля. Но прожить в материи и испытать весь спектр пребывания, проживания Он не может без нас, людей. Через каждого из нас Бог живет на земле,
испытывает вместе с человеком все его тревоги, радости, страхи, любовь, сомнения, вдохновение, боль и удовольствие, материальные трудности и богатства, тоску, скуку и радость, вдохновение. Он с нами проживает вместе, Он в нас, а мы в Нем. И вот что самое главное. Бог, находясь в духовном мире, захотел проживать здесь, на земле, в материальном и дуальном мире, цивилизации человечества, и проживать эту жизнь через нас, людей. Для Него не является целью сделать нас счастливыми или несчастными. Мы для Него просто есть, такие, какие мы есть. Он живет с нами нашу жизнь и ближе к нам, чем краешек собственного уха. Он знает все наши мысли, надежды, обиды, злость. Он никого не осуждает, не оценивает, не наказывает. Дает нам возможность, как любящий родитель, самим, наделав 1000 ошибок, осознать их, исправить. Дает возможность исполнения любого желания по вере твоей. Если желаешь, и у тебя нет ни тени сомнений, что Бог с тобой, то все исполнится. Он дает возможность понять, что ты отправляешь в этот мир, то сам и получаешь из этого мира. И ты можешь совершенно спокойно обращаться к Богу напрямую, без посредников. Он с тобой 24 часа, 365 дней в году. Человек ждет от Бога волшебства, просит исполнить желание и надеется, что Бог пошлет ангелов или своих помощников, и они сотворят для него чудо. А Бог придумал этот мир по другим принципам. Он не следит за каждым отдельным событием человека. Он придумал энергетический принцип притяжения. Что человек энергетически несет в этот мир, какой он, какой у него уровень сознания, создает в нем определенную частоту вибраций. Человек вибрирует на волне своей частоты и притягивает к себе подобных людей, таких, которые притягиваются энергетически и как в зеркале показывают тебе самого себя. Посмотри на себя. Что тебя в нем раздражает? Что тебе в нем нравится? Все это энергетически есть в тебе. Поработай над этим, и мир вокруг тебя изменится. Ты перейдешь на другую частоту вибраций, и мир вокруг тебя, все люди, события перейдут на новый уровень. Даже болезни перестанут притягиваться к тебе, так как болезни тоже вибрируют на определенной частоте. Ошибка человека в том, что он ждет чуда извне, а чудо живет внутри каждого из нас. Бог создал на прекрасной планете цивилизацию и дает возможность ей развиваться самостоятельно. Он присутствует энергетически в каждом из нас через душу. Каждый человек развивается на своем уровне. Кто-то играет в политику, кто-то играет в войну, кто-то работает на стройке, на поле пашет землю и выращивает хлеб, кто-то растит детей, кто-то играет в развитие технологий, занимается наукой, творчеством, космосом. И Бог внутри каждого, Он всегда одобряет. Да, делай это твой путь. Иди куда хочешь, совершай любые ошибки, это твое развитие. И наш мир материальный, в нем события и чудеса происходят не так быстро, как в духовном мире. В духовном мире события происходят мысли-образами, а в нашем материальном мире чудо сотворяется своими собственными руками. Получил от Бога через душу импульс озарения в виде желания что-то сотворить, обдумал, обсудил, потом сделал. Это то творение, то чудо, которое Бог и человек сотворяет своими руками.
делай, твори, совершенствуйся, работай. На это Бог всегда даст тебе энергию. Поэтому так виртуозно, изощренно и старательно переводят внимание человека от себя самого, от самого великого чуда внутри, переводят вовне, где через средства массовой информации транслируют все подряд, где придуманы законы, усложняющие жизнь, создан ритм жизни, где человек занят постоянно выживанием, где ему некогда погрузиться в себя, остановиться, осознать, почувствовать, услышать свою душу, понять, где выход из всей этой суеты. Все придумано, чтобы увести сознание человека от Бога. Сейчас идет борьба на земле за каждую душу человеческую, и мир делится как бы на два лагеря. Одни слушают, что им говорят по телевизору, верят в то, что от них ничего не зависит, живут вовне себя и не помышляют о своей душе. Бог их растит, они еще молоды, души молодые, мало жили на земле. Развивайтесь в своем ритме. Есть и те, кто знает, как манипулировать, переключить сознание человека и получить за это материальные блага. Этим Бог тоже дает возможность развиваться в своем ритме. Всему свое время, повзрослеете. Бог пробуждает людей через события. В жизни человека рушится то, что ненадежно, устарело, изжило себя. Рушатся отношения без любви, распадаются семьи, где нет тепла, участия, общих интересов. Разваливаются организации с устаревшими методами работы. На земле болезни, войны, катаклизмы, ураганы, смерчи, оползни, наводнения, извержения вулканов. Все пришло в движение. Потому что, как говорится, человек устроен так, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Все пришло в движение. И каждый человек притягивает к себе энергетически то событие, которое послужит ему уроком. Человек вибрирует с этим событием на одной частоте и проживает такие ситуации, которые показывают ему: хватит слушать и смотреть по сторонам, прислушайся к себе, пойми, что хочет твоя душа. Бог, иди туда, куда зовет тебя твое сердце. В другом лагере люди просыпаются, прислушиваются к своей душе, своим чувствам и ощущениям, ищут связь между событиями в своей жизни и своим внутренним состоянием, объединяются по интересам. У каждого свой духовный путь. Бог каждому приготовил свой путь пробуждения, потому что Бог знает, как помочь человеку увидеть свои недостатки, показать ему через других людей и события вокруг него, в каком направлении двигаться. И люди видят, понимают, находят эту связь между своими мыслями, поступками и событиями, которые они сами притянули своим позитивом или своим негативом к себе. Земля – живой организм. Она получает энергии космоса, Бога, через вспышки на Солнце, магнитные бури. Земля повышает свои вибрации, настраивается на космические частоты, повышается резонанс Шумана. Идет вовсю процесс пробуждения и вознесения. Идет переход человечества на новый уровень, новый виток развития, новую эру развития цивилизации, когда массово повышается уровень сознания человека. Человек осознает процессы внутри себя, видит свою связь с Богом. С повышением вибраций у человека открываются способности яснознания, ясновидения, яснослышания, телепатии, целительства. Одним словом, человечество взрослеет, потому что Бог хочет,
жить через людей в новом сознании, творить новые, невиданные проекты, внедрять чудеса новейших технологий через мысль, сознание, действие Бога, человека. Дорогие друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, буду рада ответить на них в своем следующем видео. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения, до новых встреч!